Можно позавидовать тем, кто не знает этого рецепта, потому что в нем из одного стакана обычного гороха за считанные минуты мы получаем почти целый килограмм вкуснейшей и полезнейшей колбасы, в которой очень много клетчатки и белка, а также так нужного нам состава микро- и макроэлементов. А самое главное в этой колбасе, которая готовится очень быстро, просто, много калия, магния и антиоксидантов. А благодаря секретным специям вкус этой колбасы похож на мясную, как из магазина. Друзья, подпишитесь, чтобы не потерять это видео. А мы начинаем магию по превращению одного стакана гороха в шикарную колбасу, которую можно кушать как всем людям в пост, так и вегетарианцам, которые вообще не кушают мясо. Ведь в этой колбасе нет ни грамма мяса. Что, друзья, отличает обычную фасоль от колбаски постной, вкусной, напоминающей мясо, но содержащую фасоль? Это именно ингредиенты, которые делают вкус фасоли похожим на мясной и консистенцию похожую на мясную. Именно сейчас мы это и будем делать. Первое, что я делаю, я беру лук, 75 грамм лука, и сразу же нарезаю в кастрюлю. Я предварительно замочил фасоль, или же это бобы, кто как называет, я вам сейчас покажу. Крупные, будем называть бобами, скажем так. Я взял вечером 300 грамм бобов, замочил 2 стаканами водички, за ночь они набухли, и с утреца я варил их ровно час на маленьком огне. То есть как только закипела вода, я с этого времени отметил ровно час. Сегодня все граммовки будут просто до грамма, чтобы вы точно приготовили и у вас точно получилось. Потому что я снимал рецепт похожей колбаски, но с гречки, а потом из чечевицы снимал. И были в комментариях много вопросов, сколько в граммах, чтобы точно все было. Поэтому в этом рецепте уже мы справились, и я нарезаю в 300 грамм наших бобов 75 грамм лука. Далее, это еще не все. В ход идут у нас специи, а именно чайная ложка прованских трав. Сразу можно это все перемешивать. Воды выкипело немножко, было 2 стакана, и за час стало чуть больше стакана воды осталось. Это нам и надо. Я варил в растворе с 1 лавровым листом, 2 вот такими вот перчиками душистыми цельными и несколькими штучками, забыл, как называется специя. В общем, я вам сейчас покажу, а вы мне скажите. Вот она так выглядит. Вот, если видно. И вы мне подскажите в комментариях. Все перемешали. Далее, что нам надо сделать? Добавить небольшой краситель, а именно я добавляю половину маленькой свеклы, 27 грамм, если быть очень точным. Но если у вас будет чуть больше или чуть меньше, это абсолютно не повлияет. Это влияет только на цвет. И цвет нам надо сделать максимально близкий к реальной колбаске из мяса. Поэтому, как я уже сказал ранее, именно ингредиенты делают эту колбаску очень похожей, как по вкусу, так и по цвету, к настоящей.
Далее я кладу несколько зубчиков чесночка, натираю на мелкой терке. Вы можете этот шаг пропустить, если вы к чесночку холодно относитесь. Но я скажу, друзья, что здесь он будет просто незаменим и вообще не будет чувствоваться в этой колбаске. В моем случае 5 маленьких зубчиков чесночка. Я измельчаю не очень сильно, поскольку потом мы еще будем блендировать. Вот такая красота. И сейчас мы добавим 2 самых важных компонента, которые будут отличать обычные бобы именно от колбаски. Это будет 3,5 грамма мускатного ореха, измельченного мускатного ореха. И я добавляю, помешивая, самое главное, друзья, помешивая, агар-агар. Он придаст нашей колбаске форму. Я его кладу 3,5 грамма и хорошенько перемешиваю. Очень хорошо надо мешать сейчас, чтобы он равномерно распределился. Бобы уже разварились за этот час, и на маленьком огне я вот так вот быстренько помешиваю эту красоту. Агар должен провариться 15 минут. Тогда он наберет свою полную силу. Готово. Далее я отправляю 1 чайную ложку с горкой, или без горки это будет 2 чайные ложки горчицы. Эта специя здесь будет, как всегда, идеально. Готово. И все, что нам остается, добавить немножко соли и немножко паприки. В моем случае копченая паприка 1 чайная ложка. И 1/3 часть чайной ложки идет крупная морская соль. Вы можете взять соль абсолютно любого помола. Как сразу идут запахи, ароматы. Если грамотно подобрать специи, друзья, то любая еда, абсолютно любая, превращается просто в деликатес. Вы со мной согласны или нет? Интересно узнать ваше мнение в комментариях. Я добавляю немножко сока лимона, буквально 1,5 чайные ложечки, больше не надо. И в ход идет у нас 15 грамм орехов, в моем случае грецкие орехи, тут ровно 15 грамм. И что я делаю? Я беру и просто разламываю на крупные кусочки. Прекрасное сочетание дает именно грецкий орех с бобами в этой колбаске. И я разламываю на крупные кусочки, чтобы они чувствовались, когда мы их будем кушать. Агар-агар уже варится минут около 5 минут, поэтому нам надо выждать еще 10 минут, и наша колбаса уже готова. Далее я расскажу, какую форму желательно брать, какую форму не брать, чтобы сформировать нашу колбаску, очень близкую к магазинной. Готово. Нам остается лишь все перемешать. Хорошенько перемешиваем. Вот такая красота.
Друзья, аромат стоит просто не передать словами. Я вспомнил вот эту специю, которую я вам показывал, но забыл, как называлась. Это гвоздика. В общем, 3 гвоздички я клал с самого начала, но потом я их доставал. Все достал, так же, как и лавровый лист. Вот. Готово. Нам осталось еще 10 минут на медленном огне. А пока мы приготовим нашу форму. Вы только посмотрите, друзья, насколько это красиво выглядит. Аромат стоит просто шикарнейший. Нам потребовалось всего совсем ничего времени, и получилась такая красота. Теперь нам надо отжать лишнюю влагу. Это делается легко при помощи обычного друшлака. Убираем лишнюю влагу. Полностью влагу я не убираю, оставляю. Вот смотрите, консистенция какая. Сюда я добавляю сразу же вот так вот то, что мы отжали. И сейчас покажу, как оно выглядит. Вот такая вот красота. Сюда нам надо добавить еще чуть-чуть масла. 2 столовые ложки. Вот такая красота. Теперь у нас финал, друзья. Я беру стакан от блендера, в котором у нас будет находиться наша смесь, наша будущая колбаска. И в этот стакан прямо отправляю то, что у нас получилось. Обычной ложкой. Вот мы только что отжимали воду, влагу. Я никуда не дел. А она у меня вот здесь. И теперь я чуть-чуть добавляю, буквально чуть-чуть, чтобы справился блендер. И погружным блендером в несколько этапов я превращаю это в колбасу. Так. И если вы сейчас посмотрите, то увидите, что цвет настоящей колбасы из магазина. Теперь, чтобы сэкономить время, я просто беру эту емкость, в которой мы варили, добавляю опять чуть-чуть влаги, которую мы только что отжимали, и блендером погружным все это дело взбиваю. И если будет суховато, я вновь добавлю этой водички. Нам самое главное не перемочить. Вот. Все, готово. Нам осталось лишь последний шаг. А именно, я беру емкость и туда отправляю нашу колбаску, уже практически готовую. Я делаю под завязочку емкость. Вот так. У меня еще остается. Я помещу в другую емкость. Но самое главное нам теперь сделать пищевую пленочку. Мы кладем в контакт с поверхностью. Выгоняем весь кислород, весь воздух, чтобы не образовалась пленочка, которая от соприкосновения с кислородом образуется. Вот такая красота. Теперь мы нашу колбасочку отправляем в холодное место, не в холодильник. И даем остыть до комнатной температуры. Потом помещаем в холодильник на несколько часов, чтобы агар-агар сделал свое дело. Забегая вперед, скажу, друзья, что я не сдержался, а прям пробую. И уже в этом состоянии это настолько вкусно.
Я прям не могу дождаться, когда все это остынет, застынет. Как это уже вкусно. Все-таки грамотные специи дают свой результат. Но мы дождемся и попробуем ее в виде колбаски. Ну просто не удержаться. Очищаю блендер. Как это вкусно. А у нас уже все готово. Прошло буквально 2 часа. Колбаса готова. Посмотрите, какая она аппетитная. А аромат, просто слюнки текут. По-моему, друзья, эту колбасу не отличить от магазинной. Но наша колбаса готовится с любовью из простых и проверенных ингредиентов. Буквально из одного стакана того, что есть на каждой кухне. Просто шикарно, дорогие мои. Пусть Создатель щедро наполнит вас здоровьем, счастьем, молодостью и изобилием. Благодарю, что досмотрели это видео до конца, поставили лайк и написали комментарий. Этим вы помогаете развитию молодого неокрепшего канала, а меня вдохновляете на создание новых полезных рецептов для вас. Не прощаюсь с вами, а приглашаю посмотреть вот этот чудесный рецепт. Думаю, он станет одним из самых полезных для вас.